Стоит солнцу отступить, тени вмиг спешат пленить сердцу близкие места, что сошли из грез. Живокровь. Светло-голубая субстанция, дарующая силу и здоровье. Живокровь спрятана в разных уголках королевства. Чаще всего ее можно встретить в виде гигантского светящегося кокона, окруженный стеблями с крыльями на концах, напоминающие бабочку. А через полупрозрачную оболочку кокона можно разглядеть несколько мелких существ. Вся эта конструкция очень хрупкая и ломается одним ударом гвоздя. После уничтожения самого кокона с него выползают живни. Эти маленькие ползучие букашки сами по себе пассивны и при первой же возможности стараются убежать. Но именно в них находится та самая живокровь, одаривающая дополнительными масками того, кто осмелится их впитать. Кроме синей жидкости, в них больше ничего нет. Живни не атакуют ни дитя Грима, ни ткачи, а только летающая машкара, то есть амулет пылающее чрево. Хотя, если бы в игру все же добавили летающую версию живня, то они бы ой как пригодились. Маленькое беспокойное семя живокрови, которое можно разрубить и выпить для поднятия здоровья. В этих малютках плещется аппетитная сверкающая жидкость. Если ее выпить, станешь сильнее. Интересно, каково на вкус мое нутро? Так ли ужасно было бы себя попробовать? Как было сказано, эти коконы разбросаны по всему королевству. При помощи тех самых стеблей можно ориентироваться на их местоположение. Да и сам кокон издает тихие, щебетающие звуки, что тоже поможет в их поисках. А если у вас будет значок кокона, который можно купить у Изельды, то он будет отмечен на карте Холлоунеста, которых по всему королевству около 8 штук. Внутри кокона может находиться от 2 до 5 живней. Это очень хорошо, потому что до живокровного обновления их было максимум 4. После употребления этой жидкости существо получает дополнительное здоровье, живокровные маски. Этот приятный бонус в исследовании Холлоунеста лишним точно не будет. Особенно живокровь полезна, например, перед битвой с каким-либо боссом. У лордов богомолов она спрятана очень хорошо. Стоит не забывать, что эти маски одноразовые. После получения урона восстановить их фокусом, к сожалению, не получится. А после отдыха на скамейке они и вовсе пропадают. Остается только возвращаться к коконам, ведь те, в свою очередь, каждый раз восстанавливаются. Живокровь времени зря не теряла и распространяла всю себя по всему Холлоунесту. Гробница в воющих утесах, алтарь в бездне, да даже божий кров. В этих местах находится все самое интересное, но обо всем по порядку. Первое место, позволяющее нам узнать живокровь получше, это забытое перепутье, а точнее магазин Салюбры. В ассортименте товаров можно обнаружить амулет живокровное сердце за 250 гео. За 2 ячейки амулет дарует 2 живокровные маски и, честно говоря, не сказать, что это полезно. За такое же количество ячеек есть амулеты и покруче, но я сюда не критиковать живокровь пришел. Следующее место спрятано в воющих утесах. Чтобы его найти, нужно изрядно постараться, но вы об этом не пожалеете. Это чуть ли не самое красивое и удивительное место, которое только могла сгенерировать живокровь. А в конце находится гробница, с которой мы получаем амулет благословения Джонни. И вот он является самым лучшим в своей тройке живокровных амулетов. За 4 ячейки он заменяет все ваше здоровье на живокровные маски. И плюс 40% сверху от их общего количества. С таким неплохим амулетом можно придумать разные полезные комбинации. Кровь Улья так вообще генерирует невосстанавливающиеся маски. Также с этим амулетом живни не будут пытаться убежать куда подальше от рыцаря, а наоборот будут стараться находиться рядом с ним. Но остался один неразгаданный вопрос. Кто такая Джонни? Вижу, ты носишь мое благословение. Не помню, чтобы давала его, но в последнее время у меня с памятью что-то неладно. Тут так спокойно, не правда ли? Такое прекрасное место для отдыха. Полное имя — Голубое дитя Джонни. Добрая еретичка, которая в определенный момент скончалась, и ее тело было помещено в постамент. А первоначальный набросок Джонни выглядит вот так. Просто забавный факт. А теперь еще раз. Джонни — это еретик, тип существ, чье мнение отклоняется от общепринятых. Казалось бы, от живокрови только положительные свойства. Всем было бы только на руку, если бы ее употребляла большая часть населения Холлоунеста. Но, учитывая, какую нужно нести ответственность, если дело касается употребления больших доз, то из этого строится неплохая теория, что верховные жуки, а может даже и сам Бледный Король, не мог допустить такое из-за отсутствия возможности фокусировать душу, отчего вещество было под табу, а в самом королевстве мог работать запрет
именно живокровь. Даже Салюбра упоминает, что чрезмерная любовь к синей жидкости это не есть хорошо. Учитывая, что амулеты это чаще всего предсмертное желание жука. По сути, ты носишь душу Джонни. Хо-хо-хо-хо. Живокровь. Тебе известна эта голубая жидкость, которой некоторые утоляют жажду? Конечно, так делать нехорошо, но после нее чувствуешь такой прилив сил. Хо-хо-хо-хо. Правда? Следующее место — бездна, в котором находится мрачный, хорошо защищенный алтарь. Чтобы его открыть, необходимо иметь с собой 15 живокровных масок. Для достижения этой цели мы уже имеем при себе все нужные амулеты. Остается только капелька аккуратности и, на всякий случай, хрупкое сердце, если вдруг масок не хватит. Пещера чем-то схожа с гробницей Джонни, но она куда опаснее за счет своего строения. Передвигаться нужно аккуратно, перед спуском обязательно смотреть вниз и ориентироваться на свет. Видно, что над защитой постарались очень хорошо. По пути встретятся две развилки. Слева находится загадочное яйцо, но нам это не особо интересно, а справа последний амулет — живокровное ядро. Амулет представляет из себя те же самые свойства, что и сердце, только он занимает 3 ячейки и добавляет 4 маски. Оба этих амулета имеют практически одинаковое описание. Покрывается оболочкой из живокрови, которая берет на себя заметную часть урона. Подобрав его, рыцарь оказывается за пределами алтаря, без возможности вернуться обратно. Это можно описать довольно интересным образом. После входа в алтарь существо попадает в место, описываемое как отчасти явь, отчасти греза. То есть он теряет сознание, все еще находясь в мире бодрствования. Вокруг летает сущность грез, присутствуют облака. Это все легкий сон, и опасаться за свою жизнь не стоит. Но как только тот получит урон или даже умрет в этом месте, то это же самое произойдет и в реальности. Вся коллекция живокровных амулетов собрана. Опять же, они не слишком крутые, но благословение Джонни я бы назвал лучшим из них. Ибо он больше всего раскрывается за счет комбинации с другими амулетами. Но остается еще 2 нераскрытые, не менее важные детали. В алтаре возле амулета на заднем плане можно заметить огромное существо живокрови. Сложно сказать, какую роль играет это существо. Может, благодаря нему и появляется живокровь. Может, это существо бездны за счет его черной основы тела. Может, именно эта громадина ответственна за этот сон. И слово громадина здесь неспроста, ибо на заднем плане видна только его голова. Это плавно подводит нас ко второй важной детали. В Божьем крови есть закрытая дверь, которая открывается только за счет берегов. Минимум от 8 штук. Внутри нас встречается живокровная комната с сущностью, связанная лозами. При ударе гвоздем грез лозы распространятся по всему Божьему крову. И при прохождении пантеонов в местах отдыха позади нас начнут появляться коконы. От количества берегов зависит, сколько живней находится внутри кокона. Это очень сильно помогает при прохождении того же пантеона Холлоунеста с теми же ограничениями. Но самое интересное находится в этой же комнате. Приглядевшись, можно снова заметить ранее упомянутое существо. То есть живокровь умудрилась даже протиснуться в Божий кров. Черт возьми, это по-любому высшее существо, без каких-либо сомнений. Имеет свою отдельную берлогу, распространяет свои корни по всему Холлоунесту, но о нем практически ничего не известно. Так можно сказать про живокровь в целом. Это синее вещество остается весьма расплывчатой частью лора Полого Рыцаря. Утверждать ее исключение из всего, что связано с грезами, довольно тяжело, но есть все шансы приписать ее к древней цивилизации за счет обитания в бездне. Она уже успела засветиться в трейлере Силксонга, но только в качестве инструмента в виде шприца. У комьюнити ХК остается 2 варианта. Первое. Надеяться, что в Силксонге живокровь раскроют подробнее, и мы получим куда больше сведений о ней. И второе. Вспомнить, что скоро нашим ожиданиям стукнет 5 лет, и продолжать ориентироваться на то, что мы имеем. И строить свои небольшие теории. Что живни, вылупленные из коконов, разбегаются по всему королевству, после чего засиживаются в скрытых местах и превращаются в эти самые коконы. Что бабочки на концах стеблей в конечном итоге отделяются и могут летать, как мы это видим на примере в гробнице Джонни. И только к этой теории у меня нет никаких сомнений. Что эти самые стебли могли бы работать как эхоцветы из Андертейла. Вы только представьте, сколько ж интересных и секретных диалогов мы могли бы услышать. Будь такая особенность у этих стеблей. Еще не все потеряно. Холлоунест находится в руинах, но надежда еще есть. Бледный король принес свет и процветание на эту землю. Белая леди была символом надежды для жуков этого королевства. Пусть я всего лишь боец, но я знаю, что всегда буду стоять за эту землю до последнего вздоха. Я горжусь тем, что благодаря тебе я оберегаю эту землю от бед и являюсь ее защитницей. Ты много значила для меня в юные годы. Как ты направляла меня, чтобы я стала тем, кем являюсь сейчас. Кажется, что прошла целая вечность с тех пор, как я видела тебя в последний раз.
Я люблю тебя, мама, и буду впредь делать все возможное, чтобы уберечь эту землю от полного уничтожения. А вот к теории, что живокровь схожа с инфекцией, у меня очень много вопросов. Я не спорю, что они похожи как внешне, так и своими свойствами. Оба экземпляра выглядят как мячики с короткими лапками и хвостиком на башке. Оба растекаются как жидкость, но даже дураку понятно, что эффект от них, мягко говоря, разный. Инфекция распространяется куда чаще и сильнее, а мелкая бегающая зараза создает более крупные капли инфекции. Живокровь не принуждает существо употреблять ее, даже несмотря на то, что от нее получаешь лишь положительные свойства. А вот инфекция... Да чё ж тут говорить, с инфекцией и так все понятно. А примеров ее жертв у нас и так предостаточно. Изначально, ориентируясь на масштабность этого видео, я планировал затронуть то, что лишь косвенно связано с живокровью, сделав его интереснее и увеличив его хронометраж. Окунаясь в фандом по живокровью, чаще всего можно наткнуться на персонажей, одержимыми этим синим веществом. И мой жучара, конечно же, не является исключением. Чаще всего я нахожу просто референсы с интересной концепцией, но я знаю только одного полноценного живокровного жука со своей историей и интересным дизайном. Ни для кого не будет секретом, что я сейчас говорю про Лампи. О да, наверняка вы помните с этого видоса крики поехавшего человека. Она настолько могущественна, что способна тебя воскресить. Вы не представляете, как же я хочу это забыть. Изначально она была таким же обычным сосудом, как и все остальные, но из-за череды обстоятельств она стала живокровной принцессой, желающей помочь этому прекрасному королевству, спасая своих родственников сосудов, тем самым собирая колонию для восстановления Холлоунеста и морально подбадривая других воинов своим характером и поведением. И пусть, к сожалению, она запомнилась людям больше всего как похотливый NCFV персонаж. А почему тут написано, к сожалению? Вот дурак, что сценарий написал? И пусть она запомнилась людям больше всего как похотливый NCFV персонаж, в будущем она собирается обзавестись комиксом про ее спасение сосудов, созывая их своей песней. И еще, возможно, получит полноценную историю становления одним целым с живокровью, чего я все еще очень сильно жду. А теперь главный вопрос. Насколько вообще опасна живокровь? Предположим, что существо уже затянуло в прутье из-за ее частого употребления и увеличения доз. Он попросту не может без нее жить, появляется желание получить ее силы. Живокровь завладевает телом существа и создает своего рода фонарь внутри сердца, горение которого поддерживается путем употребления этого синего вещества. Это сложно назвать зависимостью, скорее как просто жизненная необходимость для поддержания своей формы. Носитель получает особые силы и ограниченное здоровье, как у свойств ранее упомянутых амулетов, из-за чего тот не должен забывать об осторожности в своих вылазках на ответственные сражения. Вместе с этими силами приходит и ответственность. Защищать эту землю и стараться поддерживать жизнь тех, кто в ней обитает. Делиться живокровными восстановительными свойствами с существами, которые в ней нуждаются. Особенно с теми, чье тело уже не способно на самостоятельную регенерацию. Если вы понимаете, о чем я. Ты становишься не просто жуком, употребляющий эту синюю жидкость. Ты полноценное живокровное существо, на плечах которого помимо личных возможностей лежит немало важных обязанностей. И цена за такие дары далеко не маленькая. Как минимум, твоя жизнь.